Привет, YouTube, с вами Ларин. Сегодня зашел на страничку плейлиста, популярной прямо сейчас по России, и весь топ забит Дональдом Трампом. Понятия не имею, кто такой, говорят политик. Я в российской-то не разбираюсь, а уж в западной и подавно аполитичен. Единственное, что я знаю про Дональда Трампа, это то, что он сыграл голым совершенно в клипе Кенни Уэста и сыграл в одежде в фильме «Один дома» с Маколей Калкиным. Интересно, Маколей голосовал ли за Дональда Трампа, потому что, в свое время Дональд, по сценарию фильма помог мальчику. Я подумал, почему бы мне не погуглить, узнать, кто такой Дональд Трамп, какие-то факты из его жизнедеятельности. И я сделаю это впервые, прямо при вас. Поехали. Про себя, вот интересная цитатка. Моя самая привлекательная черта, мое чудовищное богатство, да, действительно, у чувака 4,1 миллиарда долларов, думаю, сейчас поиздержался после рекламной кампании, всяких вбросов, да, но в целом это говорит очень о многом. Он, грубо говоря, своим денежным фундаментом притягивал к себе людей, тех, которых ему просто хотелось к себе притянуть, абсолютно любого, а сейчас его еще и все знают, потому что он президент, блять. Еще он домогается до баб прямо сейчас в открытую. У него был, как мне подсказывают, свой конкурс красоты. Он был плейбоем, и вообще все идет очень хорошо. Еще и телеведущий, это называется «Прожить жизнь на максималках». Судя по всему, предыдущим таким же эксцентричным, богатым, известным, успешным, влиятельным чуваком был Юлий Цезарь, мать его, Гай. Да, у Трампа баб до хера, а твое второе имя, я так понимаю, это одиночество. И денег у тебя тоже не так много. Поэтому есть смысл врубиться в одну холостяцкую тему и начать экономить. И это объединяет акция от сайта AliExpress. Дело в том, что сегодня Всемирный день шопинга, 11.11. Это когда люди по всему миру покупают товары и услуги по супер заниженным ценам. Например, по ссылке в описании можно найти информацию о феноменальных скидках в самом крупном китайском магазине AliExpress и магазине электроники GearBest. Акция ограничена всего одними сутками, которые, кстати, еще не закончены. Получаете еще от 7 до 18% скидку на и так недорогие товары. Пользуйтесь этим сайтом, называется он cashback.epn.bz, ссылка в описании. А мы переходим к Дональду Трампу. Если говорить о внешнем виде, вот на этой фотографии, по крайней мере, он похож на российского политика, более того, коммуниста из-за красного галстука, и который пользуется автозагаром и париком арийских цветов. Фамилия Дональда Трампа переводится как «козырь». И тут сказано, что Дональд Трамп часто любит сам козырять, каламбурить этим фактом, что козырь, мое имя и все такое. Я знаю еще одного человека, который так делает, это приятный Ильдар. Он всегда говорит: приятно познакомиться, приятный вечер. У них много общего. У Эльдара приятного, видимо, большое политическое будущее. По крайней мере, он способен на что-то большее, чем просто поднимать русский YouTube с колен. Вбросил. Лингвисты сделали вывод, что Дональд Трамп в своих речах обращается к детям. То есть они разбирали слова, их сложность и наличие в лексиконе разных возрастных групп, как я понял. То есть если Клинтоны, Буш и Обамы задвигали свои телеги словами семиклассника и восьмиклассника, то Дональд Трамп обращается максимум к пятиклассникам. Например, старается как можно реже употреблять слова длиннее 2 слогов. Это сильный подход. Да, очень грамотный просчет. Или он просто тупой. Дональд Трамп шоумен. Он часто появляется в американском ящике. Уже много лет является одним из самых популярных шоуменов. Он вел многие всенародно любимые программы, и в созерцании его лица на экране выросло великое множество американцев. Очень неплохо. То есть неплохой подход к карьере. Таким чуваком был Рейган, если не ошибаюсь, он был киноактером. Шоумен в российском, например, информационном поле — это Иван Ургант. То есть Ургант один из самых успешных и колоритных пиздюков, поэтому мне кажется, что Ургант вполне может стать президентом Российской Федерации. Это еще очень долго. Достаточно хитрый факт. Вот он веселый, лощеный, с красными щечками, обнимая Скарлетт Йоханссон. А кто такая Хиллари Клинтон? Просто жена предыдущего президента, который ей еще и принародно изменил. Я не знаю, считается ли минет изменой, вбросил про Левинский. Жуткий факт о Дональде Трампе. Однажды охрана политика, здоровая белая, очень важно подчеркнуть белые, мужики в форме повели чернокожую протестантку. Чернокожую женщину бьют белые мужики в форме. Ничего не напоминает. Вот. Такие они журналисты. Пришедшую на митинг с плакатиком
обвинявшим Трампа в расизме. То есть не с плакатом, а с плакатиком. Журналисты сделали из него Адольфа Гитлера таким образом. С плакатиком черные, белые мужики в форме. Похожий случай произошел с его корешем, у которого он снимался в фильме «Голый Трамп». Кенни Уэст однажды на сцене своего концерта закричал в порыве ярости, типа, давайте, поднимите свои руки, встаньте, все такое. Ну, как они обычно это делают, рэперы. И, значит, все встали, кроме парочки чуваков где-то в середине зала. И тогда Кенни Уэст отправил своих охранников, чтобы они встали насильно, но они не смогли, потому что они были инвалидами-колясочниками. Ну, типа, американская культура побурлила, но как-то пережила это. Вот это очень амбициозный факт. Один из его гениальных планов, вернее, построить на границе с Мексикой гигантскую стену и вышвырнуть за нее всех нелегалов с их потомством, вне зависимости от того, где и когда эти дети родились и имеют ли они гражданство. Звучит жутко с одной стороны. Я не собираюсь его оправдывать, мне вообще положить, кто президентом будет. Опять-таки, на первый взгляд звучит жутковато, да, чувак строит стену, выгоняет людей. Но посмотрим с другой стороны, мы же не Влагин против. Во-первых, стена, создание стены между странами, это же просто культурное событие. Создание стены на уровне китайской, которая потом впоследствии будет достопримечательностью и культурным объектом. Плюс написано следующее, черным по белому. Выгнать всех нелегалов с их потомством. Не то, что Трамп будет ходить по дому с бригадой эсэсовцев, смотреть на цвет кожи, форму черепа и говорить, ты и твое потомство нахер из страны. Нет, просто у кого нет регистрации, те уваливают. Люди и так уваливают, если их поймают. Просто Трамп будет ловить их активнее. Некоторым странам это бы не помешало. Сейчас активно обсуждается одна из книг Стивена Кинга, герой которого является, судя по всему, прототипом. То есть Кинг предугадал ситуацию и образ Трампа и всю эту политическую гонку. Бывший камевояжер, абсолютно беспринципный мерзавец, который использует свой талант продавца в предвыборной гонке и готовится привести мир к ядерной катастрофе. Сходство и правда великое, особенно в описании того, что Стивен говорит, какой окружает себя охраной и как проводит митинги. Ядерная зима, смерть человечества, в принципе, неплохо. Очень достойно жить именно вот в это время. Не когда там появляется Дали, Пикассо, Да Винчи, Сахаров, а именно когда все накрывается пит. Вот эта цитата мне не нравится. Мои пальцы длинные и красивые, ровно как и разные другие части моего тела. Многие имели возможность в этом убедиться. Ну, понятно, что Дональд Трамп намекает на половой хер. Явно не на голеностоп или берцовую кость. То есть такой немножко юмор в стиле Джарахова. Мой елдак, зацените. Продолжается та же история, зацикленность на пенисах. Типа, посмотрите на мои руки, разве это маленькие руки? И Марко Рубио говорит о моих руках. Если они маленькие, значит и кое-что другое должно быть маленьким. Я вам гарантирую, никаких проблем у меня нет по этой части. Гарантирую. Дважды говорит гарантирую, значит ни хера он не гарантирует. Обычно так происходит. Меня пару раз разводили. Ну, в смысле не на пенисе, а вообще в целом. Когда гарантирую слишком часто. Опять-таки, Дональд, слишком большой фокус на пенисах. Аккуратнее с язычком, молодой человек. Мой IQ один из самых высоких в мире, и вы все это знаете. Хороший способ, типа, знаешь, вкидывать людям. И вы все это знаете. Это очень хорошая подмена, типа. Ну да, факт. Пожалуйста, не чувствуйте себя глупо или неловко, я так полагаю, он хотел сказать, в моем присутствии. В конце концов, это не ваша вина. Заебись, Дональд, просто ништяк. Дональд утверждает, что около его кровати всегда лежит Библия. Естественно, у него же самый высокий IQ в мире. Мой стиль переговоров простой и незамысловатый. Я задираю ставки максимально высоко и начинаю добиваться своего. Иногда соглашаюсь на небольшие уступки, но в большинстве случаев я получаю, чего хочу. Ну, чуваком такой. Скажу, но они типа потом ему отказывают. Ну, значит, не все сделки его хороши. Задирает, да, я допускаю, что он прямо на первом свидании у женщины что-то там задирает, но тем не менее, женщины, которых он домогался, часто подают в суд. Лживый Тед Круз использовал фото Мелани из съемок GQ для своей рекламы. Будь осторожнее, лживый Тед, иначе я кое-что порасскажу про твою жену. Дональд Трамп борется со своими оппонентами на политическом поле с помощью шуток пятиклассника из России про мамок и чужих телок. Он говорит просто и часто, никак не демонстрируя ни эрудицию, ни образование. На самом деле Трамп сын миллионера. Он получил блестящее образование в Нью-Йоркской военной академии, где тупицы, в общем, не держат. Он учился в Фордhamском университете, в школе бизнеса Пенсильванского университета. Поверьте, это очень хорошее разностороннее образование в частной обстановке среди равных себе. Трамп вполне готов его демонстрировать.
но только так. То есть Трамп прикидывается усиленно слабоумным, когда находится в информационном, в медийном пространстве. Это достаточно забавно. У большинства наоборот, по-моему, но возможно, всякие топ-блогеры, они вот усиленно корчат из себя слов. Все эти челленджи, все эти там коллаборации, возможно, действительно следует прикинуться умственно отсталым. Но, в принципе, я и так не особенно умен, поэтому Трампа обвиняют в сексизме, а его нелицеприятные, по-моему, здесь нельзя использовать слово нелицеприятные. В частности, потому что слово нелицеприятные имеют другое значение. Беспристрастный и справедливый. То есть, перечитываем этот момент по-другому, а его беспристрастные, справедливые высказывания о женщинах стали достоянием общественности. Может быть, это имеет в виду журналист? Что он такое сказал, это интересно. Я сразу целую красоток, сходу, даже не жду. То есть подходит к тебе и начинает лизаться, его морщинки касаются твоего упругого лица, а его толстый шероховатый язык проникает внутрь твоей ротовой полости. Ну, прикольно, по-моему. Каждый раз так делают, постоянно. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Ну, правда, абсолютно. Схватить за промежность. Они позволяют тебе все. Говорит на записи Дональд Трамп, который любит хватать красоток за промежность. В целом все любят хватать за промежность, так ведь? Вот ты любишь или нет? Да. Да, все любят хватать за промежность. Если женщина это позволяет, что в этом такого? Ну, да, харизма и финансовый успех имеет притягательность к женщинам. Об этом Пелевин писал, то есть в самой популярной своей книжке, что женщинам интересны даже не подарки и не какие-то там подкупы. Суть в том, что ее в целом привлекает то, что чувак сумел сделать что-то необычное и накопить в себе там качество и благополучие. То есть, если позволяют Трампу трогать себя за промежность, что в этом такого? Он также рассказал, как пытался трахнуть, прямая цитата, некую замужнюю женщину. Да я каждый раз пытаюсь трахнуть замужнюю женщину. В этом и есть суть того, чтобы отбить женщину у другого мужика. Ничего не понимает в жизни. Особенно негативную реакцию вызвало то, что кандидат использовал вульгарную лексику и употребил фразу «можешь трогать их за влагалище». Но влагалище и трогать — это еще не самые жесткие эпитеты домогательства. Все очень культурно, по-моему. Наш специальный корреспондент в Портленде сообщает, что прямо сейчас происходят массовые беспорядки, которые начались просто как митинг, а сейчас там что-то совершенно ужасное, из-за того, что люди не согласны с решением большинства выборщиков. Они не готовы принять президента Трампа. Но, возможно, в Портленде больше всего феминисток. Это бы многое объяснило. В республиканской партии ищут способ заменить Трампа на другого кандидата. Ребята из республиканской партии не сейчас хотят заменить Трампа, который уже стал президентом, грубо говоря, сделав с ним те же штуки, что сделали и с Кеннеди, потому что уже нет, а это старая новость, они просто хотели своего кандидата от республиканской партии, на секундочку, заменить другим кандидатом от республиканской партии, несмотря на то, что кандидат от республиканской партии по имени Дональд Трамп супер популярен в народе. Они просто хотели заменить его на другого, потому что им было стыдно, блять, за него. Это очень странный факт. На этой позитивной ноте, я думаю, можно закончить, и я хочу отрецензировать Дональда Трампа со своей колокольни, абсолютно субъективной. Но, во-первых, он забавный. Есть плюсы, есть минусы. Наверное, он забавный. Весь этот сексизм, все эти домогательства, просто класс. По обоюдному согласию, то, что там журналисты проклятые называют домогательствами, да, наверняка много лулзов нас ждет на протяжении ближайших там нескольких лет, а возможно и десятилетий, если все так же пойдет. Десятилетия может не быть, если все-таки до ядерной кнопки доберется в порыве ярости или когда ему очередная женщина не даст засунуть руку в промежность. Ну и да, есть вероятность, что он немножко тупенький все-таки, исходя из текстов, исходя из некоторых поступков. Ну, на Великую Американскую стену, я думаю, тоже можно каким-то образом посмотреть по-иному. Иммиграционная политика, в этом я вообще не шарю, и все остальные вещи я просто не буду обозначать плюсом или минусом. Решайте уж сами, пишите в комментариях, что думаете о ролике о Трампе. А хотя нет, про Трампа не пишите, мне уже не интересно. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Всем пока.